Друзья, всем привет! Обещал рассказать, показать, как я делаю для себя валики, фактурные валики для своей работы. В общем, что нужно для этого? Вот я купил валик недорогой, с небольшим ворсом, таким, не очень большой ворс. Обычный ворсовый валик стоит копейки, 235 рублей. Плюс герметик силиконовый, обычный силиконовый герметик, стоит тоже порядка где-то 200 рублей, 170 рублей, по-моему, стоит. В общем, как я делаю валики, сейчас буду показывать вам. В общем, вот я взял газету, прилепил ее к полу скотчем. Беру силикон, герметик, и на газету выдавливаю. Причем даже носик не обязательно одевать. Отлично вообще. Выдавливаю. Все, вот для начала этого достаточно. Беру валик и просто откатываю его в этом силиконе. Я вам хорошенечко, прям чтобы он пропитался этим силиконом. Краешки обязательно откатываю. Короче, чтобы забился силикон во весь ворс. Можно еще надавить герметика. Так. Все отлично, прям хорошенько откатываю. Вот он у меня с силиконом более-менее хорошо пропитался. Так, все отлично. Все, теперь что я делаю? У меня в гаражах после дождя вот так песок намыло. То есть тут он с камушками. Вот, что именно нужно, чтобы он был вот с такими камушками, и камней было много. В идеале можно взять песок какой-нибудь строительный с камушками, чтобы он обязательно был, и через сито 5 миллиметров его просеять, чтобы там камней было побольше. Что я в итоге делаю? Короче, вот тут есть и большие даже камушки, но вот прям очень большие нам не нужны. Я их убираю. Вот. И просто валик откатываю по этим камням. Также краешек обязательно хорошо откатать, потому что на краешках тоже важно, чтобы камушки были. Все, вот я прокатал валик. Вот такой у меня валик получился. Что я делаю дальше? То есть я валик кладу и еще выдавливаю клей. Так, выдавил. То есть не клей, а силикона герметика. И еще раз откатываю. Прям хорошо откатываю. Все это можно сделать где-нибудь в гараже у себя или на улице. Вообще не важно. Главное, чтобы была кучка с песком рядом. Теперь иду дальше. И у меня здесь в гаражах есть другая немножко кучка. Тоже с песком. Это я когда-то экспериментировал у себя в гараже. И вот у меня есть такая кучка с песком. Тут тоже, видите, много камушков разных. И еще раз тоже прокатываю. Прям по песку. Но прям крупные камни мне, конечно, особо не нужны. Хотя можно и покрупнее.
будет валик более фактурный. Вот даже окурки лежат. Так. И все. По сути, что я делаю дальше? Опять захожу к себе в гараж. Так, тут у меня налипло, конечно, мусора всякого. Сейчас я немножко докатаю до мусора. Такой мусор нам не нужен. Все. Это что-то непонятное здесь прилепилось. Если приклеится стекла, тоже вообще не страшно. Так, тут вот отходы, так сказать, жизнедеятельности растений. Так, смотрю дальше. Тут вот тоже растительный мусор. Так, это кто-то тут у нас в гаражах, по-моему, шашлыки жарил. Это что-то непонятное. То есть вот такой мусор я убираю. Стекла оставляю. Стекла прикольны тем, что у них неровные грани, и они оставляют интересную фактуру потом после себя. Так, тут у меня тоже всякий мусор растительный. Ну, в принципе, вот неплохо. Все, и просто уже не... Ну, стараюсь на герметик не заходить. Просто хорошенечко откатываю валик. И обязательно прикатываю так края. Делаю это для того, чтобы, когда вы валиком этим будете пользоваться, я буду им пользоваться своим валиком, чтобы, когда я по штукатурке буду им водить, чтобы он не оставлял после себя полосы. Вот аккуратненько прикатываю краешки. Такой бочонок маленький делаю из герметика. Ой, из валика. Все, вот у меня... Можно даже немножко, конечно, опять по герметику покатать, чтобы лучше склеилось все это. В принципе, особо лишним не будет. Так, краешки обязательно хорошенько откатываю. Так, здесь тоже немножко прикатываю. И вот, в принципе, получается вот такой валик. Прикольный. Фактурный. И дальше что нужно сделать? Его нужно же как-то, ну, оставить сушиться. И причем надо его посушить так, оставить, чтобы этот валик не лежал, ну, с самой фактурой на полу. В общем, что я делаю? Беру 5-литровую баклажку с водой, наполняю туда воды. Так, сейчас валик пока уберу. Все, открываю баклажку. Так, валик я клал на пол, поэтому еще немножко его прикатаю. Все. Дальше просто беру и валик засовываю в бутылку. Все, пожалуйста, валик стоит. Осталось только герметик закрыть, чтобы он не высох. Лишнее убираем. Герметик закрываем. Все. Так, у меня настал уже следующий день. И что мы делаем дальше? Валик уже готов. Он такой мягковатый немножко за счет того, что у него основа ворсистая. Вот такая фактура у него. Сейчас я его достану. Такая вот фактурка у него получилась прикольная. Классная. И что нужно сделать дальше, чтобы валик прожил дольше? Потому что в процессе работы неизбежно, скорее всего, какие-то камушки от него отвалятся. Что я делаю дальше? Беру герметик, одеваю перчатки. Вот у меня перчатки, чтобы руки не заморать. И
наношу герметик на валик. Также валик оставляю прямо на этой бутылке. Наношу герметика. Для чего делаю я это? Делаю для того, чтобы валик сейчас обмазать этим герметиком и тем самым закрепить те самые камушки. Но обмазывать буду так, чтобы он, герметик, лег как можно более тонким слоем. И начинаю его размазывать прям тонким-тонким слоем, как можно тоньше по всей поверхности, проходя все ямки. Вот у меня вот камушек немножко уже один отошел. Вот сейчас он обратно прилепится. Я вот тут хорошенечко прям сейчас прилеплю, или может вообще уберу. Как-то слишком выдается из общего фона, из общего рельефа. Все прям вот все хорошенечко промазываю тонким слоем. И самое важное, чтобы герметик, он не просто вот ложился таким гладким слоем, а прям вот его надо во все углубления хорошенечко загнать, и лишнее прям руками просто из этих углублений вытащить, чтобы не получился смазанный рисунок. Вот тут, кстати, есть места, где стекла. Вот с такими местами надо быть поаккуратнее, а то можно руки порезать. Так, и лишнее соберем на края. Края хорошенечко прям сейчас замажу. И здесь хорошенько все замажу. Беру кисточку. Так, она у меня такая жестковатая. Сейчас я ее распушу немножко. Так. И кисточка все лишнее убираю. Смазываю на какую-нибудь салфетку или бумажку, оголяя вот таким образом рельеф. Все отлично прям. Так. И сейчас я просто опять вот то, что от кисточки остаются полосы, я эти полосы сейчас просто руками смажу опять, чтобы этих полосок потом не оставалось на бетоне. Иначе, мне кажется, будет вообще некрасиво, если эти полосы будут на бетоне прям оставаться от кисточки. Их будет, мне кажется, вообще очень хорошо заметно. Хотя не факт. Но я думаю, будет заметно. Потому что все-таки, когда бетон свежий, он очень хорошо, на нем хорошо отпечатывается вообще очень все. Очень все хорошо отпечатывается. Завтра будем проверять, как он себя поведет. О, что-то у меня, оказывается, не посередине, да, видео. Основная, так сказать, картинка не посередине получалась. Ну, ничего страшного. Я не профессиональный видеооператор. Как могу, так снимаю. Все. Я думаю, перфекционизм здесь будет излишеством. Все. Оставляю до завтра. Все. Завтра приду и уже
будем проверять на бетоне, как он себя покажет. Поближе к вам поднесу фактуру показать валика. Немножко, наверное, вот так даже, чтобы тень была. Вот такой фактурный валик получился. Классная такая фактура. Все, я думаю, на бетоне прям вообще будет супер круто. Ну все, оставляем до завтра. Завтра приду, будем испытывать валик. Всем привет. У меня уже следующий день. Сегодня, как и обещал, будем испытывать валик, который я делал. Фактура получилась вообще очень прикольная такая. Классная. Мне вообще нравится. Я уже нанес штукатурки на стену. И сейчас будем испытывать валик. Как всегда, валик я смазываю white спиритом, чтобы он не прилипал к поверхности штукатурки. Но можно использовать какую-нибудь опалубную смазку. Только главное, смотрите, чтобы смазка, она после высыхания, ну или там распалубки, у них вот есть какие-то такие характеристики, что она впитывается в бетон. И есть даже такие смазки, которые улучшают даже адгезию краски, короче. Вот, ну, я видел такие опалубные смазки, поэтому как бы смотрите на их характеристики. Ну и соответственно на цену. Иногда white spirit дешевле, чем какая-нибудь опалубная смазка. Но опалубная смазка, чем хорошо, она не пахнет. Или не так сильно пахнет, как white spirit, например. Так, у меня тут целое ведро white spirit. Все, я смазываю валик. Все. Будем испытывать. Сейчас прокатаю, потом поближе покажу. Или сразу поближе. Ну, поближе не видно будет. О. Ух ты. Ну, слушайте. Ожидание оправдывается. Знаете, такой, да, прикол есть, типа ожидание vs реальность. Но я вам так скажу, ожидание даже очень хорошо себя оправдывается. Реальность не хуже, чем ожидание. И валик надо не забывать смазать white спиритом. Ну слушайте, блин, прикольно получается, мне вообще нравится. Класс. Прям реально как какой-то камень. Старый такой выветренный. Откатал. Сейчас покажу вам поближе, как это выглядит. Вот так фактура выглядит с близкого расстояния. По-моему, получилось вообще прям офигенно. Класс. Так, ну, сейчас подожду, когда немножко подсохнет. Потом нарежу камушки. Она высохнет до завтра. И завтра еще покажу несколько вариантов покраски. Ну что, я считаю, в принципе, получился достаточно достойный результат. Учитывая, что на валик ушло где-то
Ну, 500 рублей уж, грубо говоря. Получилось достаточно неплохо. Ну что, до завтра. Сегодня нарежу швы, а завтра вам покажу несколько вариантов покраски. Вот такие камушки нарезал. Это из того, что я валиком прокатал. Вот такая фактурка у них получилась, прикольная, классная. Камера сфокусировалась вообще хорошо. Так, подальше покажу. Вот. Все, завтра буду красить. Такой небольшой мастер-класс по покраске проведу. Как можно еще красить камешки. Вот, если вам понравился этот небольшой такой вот мастер-класс, как говорится, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите, как говорится, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. По покраске я видео запишу отдельно, тоже как мастер-класс отдельный будет. Все, всем пока.